Кто хочет увидеть тебя? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. С вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну и, конечно же, кто еще не посмотрел мои многие другие видео, ох, сколько вы всего интересного найдете. Я гарантирую, что у других тарологов такой тематики видео точно нет. Поэтому залетайте в плейлисты и смотрите. Ох, ребятушки, что же вам так хреново? Либо сейчас кому-то из вас очень плохо. Возможно, вы недавно вышли из такого затяжного, депрессивного периода, либо какие-то, ну, такие, знаете, моменты, которые вам хочется забыть, как кошмарный сон. Ну, понятное дело, виновница женщина. Боже, что же вам покоя не дает ваша женщина? Причем среди вас есть те, даже которые уже давно распрощались со своей бывшей зазнобой, но не можете вы ее отпустить. Вот не можете, вот как будто привороженный. Причем вы такой человек, который, ну, настолько все близко к сердцу берете, вы так переживаете, вы так убиваетесь просто, либо же убивались вот недавно за этой женщиной. Ну, просто жизнь не мила, ну, честное слово. Напишите, у кого это проигрывается. Давайте сделаем опрос. Настолько вы тяжело переживали расставание, ребят, либо же сейчас переживаете. Может быть, вы еще не пережили до конца его, потому что я вижу 100%. Есть те, которые сейчас, ну, вообще такой тупик тупиковый. Я даже не знаю, как это озвучить. Здесь еще и деньги. Вы посмотрите, какой трындец. Я не помню, чтобы в сигнификации был настолько такой темный черный акцент по картам. Здесь могут проигрываться, что у вас сейчас у кого-то и финансовые проблемы, возможно, с работой, возможно, вы стоите, ну, одной ногой уже практически уволились, да, может быть, вы недавно реально потеряли работу, потому что там либо вы сами ушли, либо работу закрыли, да, потому что там кризис какой-то, либо еще что-то. Но здесь как будто проблемы со всех сторон. Здесь по здоровью может проиграться, вы либо приболели, либо вот недавно только вылечились, причем могли болеть, ну, такая, даже если это простуда, то она была затяжная, тяжелая. Я вот сама не могу никак, еле выкарабкиваюсь, везде все простуженные ходят, ну это просто в этом году что-то неимоверное. Здесь могут быть, да здесь не могут быть, здесь стопроцентное есть магическое воздействие. Вы это сами видите, хоть немножечко кто понимает в Таро. Ребята, я опять же вам рекомендую, да, никого не заставляю никогда. У кого из вас либо же черная полоса, либо же непонятки какие-то в жизни происходят, неважно, хоть по личной жизни, хоть по здоровью, вы не можете ни на работу устроиться, может быть, долго, либо же женщины, либо не приходят в вашу жизнь, либо не задерживаются. Ну, то есть у каждого это свои симптомы. Но здесь нужно вот в этом вашем случае, вы посмотрите, какие черные мечевые карты выпали, ну это просто до мурашек, честно. Мне просто страшно. Здесь нужно не то, что идти, здесь нужно бежать на чистку. Поэтому, кто хочет ко мне, добро пожаловать. Телефон под видео, записывайтесь на диагностику. Ломаете голову. Кто-то из вас так сильно ломает голову именно из-за финансов. Очень переживаете, что делать дальше. Да? Вот, может быть, если вы остались без денег, без работы, здесь такие упаднические настроения. И, возможно, даже здесь не до личной жизни, потому что вы понимаете, ну как, когда у тебя денег нет, либо же там их очень мало. Ну, здесь даже чисто по-мужски вам будет неловко, неудобно перед женщиной. Ну как это, я же мужчина, да, как я могу быть без денег? Здесь очень много негативных мыслей. Здесь может проиграться у кого-то еще потеря и такое оплакивание близкого человека, которого, возможно, вы недавно потеряли. Здесь у кого-то может проиграться, что вы реально либо уже закрылись ото всех и отовсюду, либо вот недавно это было у вас. Закрылись в каком плане?
из-за таких вот негативных мыслей, настроев, депрессивных состояний не хочется особо общаться. Вот не хочется. Напишите, ребят, давайте еще сделаем опрос. Вот вам хочется общаться или же как-то все меньше у вас и круг общения, и вообще с людьми все меньше, вы даже с друзьями, может быть, общаетесь, может быть, даже с родственниками вы все меньше общаетесь. Но то, что я вижу, ну, это просто капец капецкий. Вот вы, даже по первой карте, вы настроены, ну, как ежик, да, вот ко многим людям. Здесь может быть и недоверие. Вот, то есть не подходи ко мне, да, я никого не хочу, ничего не хочу. Вот именно первая карта очень четко показана, что вот ваш такой настрой к людям. Ну, недоверие к женщинам в первую очередь. Итак, давайте-ка посмотрим, кто же хочет вас все-таки увидеть. Может быть, вам немножечко полегчает. Так, ну, в вашем окружении есть женщина, которая тайно в вас влюблена. Женщина моложавая, скорее блондинка проиграется, веселая, яркая, такая очень добрячка. Она может часто такая улыбчивая ходить. Она может, когда особенно вас видит, она улыбается, как-то шутит, может быть, да, но, возможно, вы какой-то период с ней не пересекались, либо давненько не виделись по какой-то причине. Она очень хочет вас видеть, потому что она в вас влюблена. Эта женщина не богатая, у нее либо же небольшой, либо такой, ну, средний достаток. Но очень хотелось бы ей с вами более тесно общаться, да, не просто на уровне там каких-то таких дружеских разговоров, либо же дружеских там подмигиваний, флирта и так далее. Очень интересная, очень такая смешливая, заводная, озорная такая девчонка. Ну, она не девчонка, конечно, это у меня почему-то такая ассоциация, не знаю, пошла такая информация, что неважно, сколько ей лет, это общий расклад, не забываем, ребята. Поэтому могут у вас сложиться романтические отношения, очень даже могут, потому что это женщина, которая вот она сама со временем, она может проявлять все больше и больше инициативы. Как бы вы ни закрывались, как бы вы там ни грустили, но все равно время лечит. Вы не можете грустить всю жизнь, правда? Поэтому она из тех, которые подождут. Ну и очень хочется вас увидеть, потому что, опять же, по какой-то причине вы, может быть, потому что вы там, я не знаю, не ходите той дорогой куда-то. Может быть, вы там в магазин не ходите в какой-то, да, а может быть, она продавщица, да, продавец, вернее, да. Поэтому подумайте, кто это может быть. Кто еще хочет вас увидеть? Для кого-то это станет, может быть, сюрпризом, но, знаете, вас хочет еще увидеть женщина, с которой вы в конфликте. Опять же, у кого-то это может бывшая проиграться, у кого-то это может быть любая другая женщина проиграться, но такая она воинственная, она такая с характером дама, но с ней 100% вы вот то ли спорили, то ли ругались, вот что-то вы не поделили. Здесь может проиграться даже по работе, какие-то спорные моменты, да, возможно, это было в командировке, и вы туда не ездите, да, но эта женщина хочет вас увидеть, потому что, опять же, неважно, что вы с ней там ссоритесь, ругаетесь, там все что угодно, но она хочет вас видеть. Даже если это бывшая, почему она хочет вас видеть? Ей от вас нужно что-то получить. Вот конкретно я сейчас смотрю вот именно на бывшую, да, не на тех любых других, с кем вы могли там ссориться. Ну, это женщина лживая, это женщина холодная, черствая, ну, я не хочу даже говорить о ней. Но вот именно бывшая хочет увидеть, потому что ей нужно что-то от вас получить. Либо какие-то финансы, либо какую-то выгоду. Она может появиться, опять же, с какой-то сказкой. Ну, типа того, что ей помощь нужна, либо там на ребенка, либо же, ну, то есть любая сказка может быть. Ну, вот у нас семерочка мечей, это вранье. То есть вы можете эти все сказки ей вернуть обратно и намотать ей на рога, как говорится, да. Здесь может быть еще, знаете, какая ситуация? Она вас до сих пор, вот как бы вы там с ней не ссорились, как бы вы с ней там не ругались, бодались, даже вот с вашей бывшей,
Она вас считает сильным мужчиной, у которого всегда можно попросить помощи, который всегда поможет. По крайней мере, она вас таким считает до сих пор. Но другое дело, что вы уже не будете и так помогать, как раньше помогали. Вы уже, даже я вижу, кто-то заблокировал бывшую, кто-то либо же трубку не возьмете, либо холодно ответите. Ну, то есть она уже ушла из вашей жизни, и как бы вам тяжело не было, вы поставили точку. И общаться с ней вы не собираетесь. Разве что по каким-то, ну, действительно, очень там редким и важным моментам. Но, опять же, как правило, это вопросы детей, там, да, либо же имущества. Ну, в основном это вопросы детей. Потому что имущество, как правило, делится там сразу при разводе. Женщина, которая может еще не раз попортить вам нервы, она может не раз еще появляться в вашей жизни. Но опять же, знаете, она вас хочет увидеть лишь с одной целью, чтобы от вас что-то получить. И вот семерочка мечей, кто Таро знает, это обман. Все ее вот эти вот поползновения, это все обман. Далее давайте-ка смотреть, кто же еще хочет вас увидеть. Мне прям самой интересно, кто. Что еще за врунишка? Мужчина какой-то обманщик, который был в вашей жизни. Могли вы, сейчас и давайте уточню, могли вы с ним какой-то период не общаться. Опять же, человек, который либо же вас когда-то обманул, с которым вы могли тоже поругаться, хотя раньше вы были, ну, такие, не разлей вода. Это мог быть друг ваш, приятель. Ну, это человек, который, возможно, был долго в вашей жизни, а потом какое-то лицемерие, какая-то подстава, какое-то вранье вылезло. Но человек хочет с вами наладить отношения. Да, хочет начать все с чистого листа. Может проиграться даже, что по работе этот человек, с которым вы, может быть, когда-то работали, потом разругались. Здесь еще может проиграться ситуация, что он хочет помириться, потому что, опять же, либо вы можете ему помочь с трудоустройством, либо же вы можете, допустим, взять к себе на работу, если у вас есть свое дело. Ну, то есть здесь каким-то образом вот деньги, финансы переплетаются, работа. Поэтому, смотрите, хочет вас увидеть, наладить отношения, но опять же не без некой выгоды. Давайте еще посмотрим, кто еще вас хочет увидеть. Ух ты! Ой, какие вы шалуны! Здесь женщина, с которой у вас когда-то был либо романтик, да, это могли быть у кого-то одноразовые отношения, у кого-то это, ну, реальный роман просто был. Женщина, которая вас не забыла, она скучает, она помнит ваши жаркие дни и ночи, помнит, как вам было хорошо, поэтому ей бы хотелось и увидеть вас, и пошалить с вами, в общем-то. Ну, как-то так. Здесь уже более, так, знаете, шаловливая дама к нам сегодня пришла. Есть какая-то женщина, которая живет где-то, ну, скорее, далеко-далеко от вас. Это может быть родственница, с которой вы не в очень хороших отношениях. Может быть, вы тоже, ну, либо же поругались, либо вы в таких вот натянутых отношениях. Это может быть у кого-то мама проиграется, у кого-то сестра, там, я не знаю, тетя, дочь, ну, кто угодно. Но это женщина по такой, по крови хочет вас увидеть, потому что, ну, как бы вы тоже с ней не брали паузы в общении, ну, скучает за вами, хочет все-таки наладить отношения, и я думаю, она первая вам напишет, либо позвонит, потому что, ну, как бы скажет, ну, мы же родственники, да, все-таки нужно жить дружно. Кто еще хочет вас увидеть? Есть еще одна женщина, которая в вас влюблена, но эта женщина, она скорее не свободна. Эта женщина имеет довольно сильного, властного мужчину. Мужчина ее может подавлять, мужчина может ей диктовать условия, как ей жить, что она его побаивается, поэтому хочется ей какой-то свободы, глотка воздуха хочется. Вы ей нравитесь как мужчина,
где-то вы с ней пересекались. Это могли быть и какие-то знакомства на отдыхе, в круизах, там, я не знаю, где угодно, в каком-то санатории, пансионате. Причем это могло быть даже уже, ну, уже какое-то время прошло, это не вчера было. У кого-то мог проиграться даже временный такой тоже любовный романчик, курортный роман мог проиграться. Но эта женщина далеко от вас. Вы можете с ней общаться по интернету, вы можете общаться по телефону, возможно. Напишите, у кого это проигрывается, да, кто там романы крутил, либо же какие-то шуры-муры. Дама обеспеченная, дама интересная, но опять же, от мужа она уходить не собирается, но вас хотела бы увидеть и, возможно, вернуть те какие-то романтические отношения с вами. Но опять же, вы понимаете, что та романтика, которая может произойти между вами, она может действительно случиться. Это будет не в ближайшее время. Вот как-то сложатся так звезды, что ваши пути дорожки могут снова сойтись. Да, вы можете снова вступить в романтические отношения с ней, но это будет очень временно. Может быть, летом кто-то снова поедет куда-то на отдых, и вы снова пересечетесь, да, вы, возможно, даже договоритесь с ней, что вот давай туда-то поедем, еще отдохнем. Она там, к примеру, скажет мужу, что она с подружками поехала, а на самом деле сама поедет, да. Поэтому у кого резонирует, ребята, чтобы вы знали, что ваша такая курортная, может быть, дама, но это, как я уже сказала, не обязательно курорт. Понятное дело, что не все по курортам разъезжают, у кого-то это может быть, я не знаю, может быть, в командировке даже вы где-то с ней пересеклись, потому что здесь, ну, все равно здесь и отдых, и работа тоже могут сочетаться. Просто что это общий расклад, может у всех немножечко по-разному резонировать. Ну, давайте напоследок еще посмотрим, кто, может быть, еще хочет вас увидеть. Но здесь скорее такие вот друзья-приятели, с которыми вы давно не зажигали. Может быть, давно не сидели в этих вот ваших там мальчишниках, посиделках, ну, таком в теплом мужском круге. Здесь ваши вот именно могут быть даже давние друзья, друзья детства, друзья школы. Это не обязательно те, с которыми вы сейчас дружите. Это скорее даже в более молодом возрасте, может быть, вы дружили, а потом вы разошлись по какой-то причине. У каждого своя жизнь, но все равно ваши старые добрые приятели вас не забыли, они за вами скучают, по-своему скучают, по-дружески скучают и хотели бы увидеть, вспомнить былые времена, как вы когда-то заседали, как вы когда-то и за рюмочкой чая и шалили, и грустили, и, может быть, душу друг другу изливали, поэтому очень теплые у них воспоминания и хотели бы немножко повторить этот момент. Может быть, это даже та же встреча выпускников, которая у вас давно не была. Поэтому берите себе, кому что резонирует. Может быть, кому-то из вас это поможет в жизни, да. Ну и, конечно же, кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!